Проверенные народные средства – незаменимая домашняя помощь при проявлении недугов. Например, всем известный, всеми любимый банан используют в качестве лекарства от простудных заболеваний, а особенно от кашля. Чем полезен банан при кашле? Мякоть бананов по праву считается настоящим кладезем полезных веществ. В ней содержатся жизненно важные для организма белок, клетчатка, железо, фосфор, магний, калий, кальций, натрий, большое количество витаминов группы В, А, С, Е, ПП, органические кислоты и другие биологически активные микроэлементы. Обладая таким полезным составом, бананы помогают улучшить иммунитет, а значит и остановить проникновение и размножение вирусных инфекций в дыхательных путях. Витамин С в сочетании с другими полезными веществами, входящими в состав банана, чрезвычайно эффективно уничтожает уже имеющиеся болезнетворные бактерии и микробы. Лечение народными средствами с бананом нужно начинать при проявлении первых симптомов заболевания, чтобы не допустить его развития. Банан гораздо полезнее употреблять в сочетании с другими ингредиентами, которые способны усилить его действие. Наиболее распространенные эффективные народные рецепты для лечения кашля. Рецепт номер 1. Ингредиенты: 1 спелый банан и 1 чайная ложка натурального меда. Способ приготовления: банан очистить от кожицы, мякоть размять до состояния кашицы с помощью блендера или обычной столовой вилки. В банановую пасту добавить мед и тщательно перемешать. Поставить смесь на водяную баню на 5-10 минут. Основной признак готового к употреблению лекарства – темно-золотистый оттенок. Готовя лекарство по этому рецепту, не верьте слухам о потере медом полезных свойств при нагревании. Доказано, что при сочетании этих компонентов все необходимые вещества остаются в смеси. Рецепт номер 2. Ингредиенты: 1 спелый банан, 1,5 или 2 чайные ложки натурального меда, 2 столовые ложки очищенной воды. Способ приготовления: мякоть банана измельчить и залить водой. Полученную смесь поставить томить на слабый огонь. Через 10 минут массу снять с огня и добавить мед. Как показывает практика, бананово-медовая смесь избавляет от сухого и влажного кашля, а также от першения в горле всего за 2 дня. Рецепт номер 3. Ингредиенты: 1 спелый банан, 3 столовые ложки какао-порошка или 2 чайные ложки масла какао, 1 стакан воды, хорошо отфильтрованной или минеральной без газа. Способ приготовления: мякоть банана тщательно измельчить и размять до состояния кашицы. Воду поставить на огонь и довести до кипения. В банановую пасту добавить какао и кипяченую воду. Смесь тщательно перемешать. Некоторые врачи уверяют, что кипяченая банановая смесь дает наиболее эффективные лечебные результаты. Сегодня в обычные народные рецепты все чаще добавляют разнообразные компоненты, которые многократно увеличивают пользу банановой кашицы и улучшают ее вкус. Как правильно принимать банановую смесь? При употреблении средства от кашля стоит придерживаться следующих рекомендаций. Любую приготовленную смесь из банана принимают в течение дня, предварительно разлив ее на 3-4 приема за 1 час до еды или через 2 часа после приема пищи. Лучше всего употреблять средство в теплом виде, поэтому постарайтесь разогревать его перед каждым приемом. Даже если кашель пройдет через сутки, желательно выдерживать рекомендованный курс лечения, который составляет 7-10 дней. Таким образом, вы сможете полностью остановить воспалительный процесс в дыхательных путях. Поскольку банановое лекарство очень быстро портится, его готовят ежедневно. Особенно это касается смесей, в состав которых входит мед. Хранить состав в течение дня рекомендуется в холодильнике. Взрослым при сильном кашле можно вдвое увеличить дневную порцию. Детям до 12 лет более 1 банана в день кушать не следует. Рецепт номер 4. Сироп. Ингредиенты: 1 спелый банан, половина стакана очищенной воды и 1-2 чайные ложки сахара.
Способ приготовления. Мякоть банана измельчить и размять до состояния пасты. Добавить в кашицу воду, сахар и тщательно перемешать, чтобы получился густой сироп. Поставить жидкость вариться на водяной бане около 8 минут. Принимать сироп нужно горячим, по половине стакана, через каждые 2-3 часа. Курс лечения от 5 до 7 дней. За 7 дней употребления сиропа пройдет даже самое сильное воспаление горла. Рецепт номер 5. Кисель. Ингредиенты. Взять 1 зрелый банан, 1 столовую ложку сахарного песка, 1 стакан минеральной воды без газа. Способ приготовления. Мякоть банана помять деревянной толкушкой и смешать с сахаром. В отдельную емкость налить воду и поставить кипятить на плиту. Сладкую банановую кашицу залить крутым кипятком, размешать до однородной массы, закрыть крышкой и оставить настаиваться минимум на полчаса. Кисель, как и сироп, употребляют по половине чашки через каждые 2 часа. При желании его можно процедить. Курс лечения 5 дней. Жареный банан. Ингредиенты. 1 спелый банан, 1 чайная ложка сахарного песка, 1 столовая ложка оливкового масла. Способ приготовления. Мякоть банана нарезать ломтиками или соломкой. Присыпать ломтики банана со всех сторон сахаром. Налить на сковороду масло и обжарить бананы до появления золотистой корочки. Принимать такое лекарство от кашля нужно в горячем виде перед сном. Особенности употребления бананов для детей. Банан – незаменимый гипоаллергенный продукт в детском питании и лечении. Дети, как правило, с удовольствием принимают средства из бананов. Однако перед тем, как начинать лечить ребенка, очень важно учесть некоторые нюансы. Бананы не рекомендуется употреблять детям до 6 месяцев. Выбирать банановый рецепт нужно с учетом особенностей здоровья малыша после консультации с врачом. Лекарства с медом не стоит давать деткам до 1 года, поскольку они могут вызвать аллергическую реакцию. Детям до 3 лет бананово-медовую смесь можно принимать не более 4 раз в день по половине чайной ложки. Детям от 3 до 7 лет разрешается выпивать по 1 чайной ложке натурального средства. В случае тяжелого заболевания назначенные педиатром медикаменты невозможно полностью заменить банановым лекарством. Рецепты из бананов могут служить прекрасным вспомогательным противовоспалительным средством. Противопоказания и меры предосторожности. Банановые лекарства противопоказано употреблять людям, у которых наблюдается варикозное расширение вен или тромбофлебит, сахарный диабет, повышенная кислотность желудочного сока, индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав средств. При проявлении нетипичной реакции организма, поноса, рвоты, острой боли в животе, аллергии и так далее, следует немедленно прекратить лечение бананом и обратиться к врачу. Кроме того, перед применением средств от кашля в консультации врача нуждаются люди, которые перенесли инсульт или инфаркт. Лечебные смеси, кисели и пюре на основе банана приносят облегчение при любом простудном заболевании. Балуйте себя и своего ребенка вкусными рецептами и никогда не болейте. Будьте здоровы! Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.